Здравствуйте, дамы и господа, это вечный подкаст, выпуск первый, и нам очень повезло. Буквально с первого выпуска мы с вами дотянулись до звезд. А дело все в том, что у нас в гостях Владимир Георгиевич Сурдин, советский и российский астроном, популяризатор, но, честнее сказать, просветитель в области науки. И вот сегодня мы с вами поговорим немножко о космосе. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Добрый день, Матвей. Смотрите, я хотел бы задать некое направление нашей с вами беседы. Направление от Земли в космос. То есть примерно так, как мы, собственно говоря, как человечество это дело все проворачивали. И вот первый же вопрос. Касается он именно что Земли, потому что смотрим мы не только с Земли в космос, но мы же смотрим с нами, мы все смотрим из космоса на Землю. Так вот вопрос. В каком качестве мы смотрим на Землю? Насколько хорошо мы вообще ее видим? Потому что в быту, очень распространено спутниковые снимки, у нас есть Яндекс-карты, Google карты и так далее. Да, это была первая проблема, когда космонавтика только-только рождалась, поняли, что на Вселенную смотреть с орбиты околоземной не так интересно, как на саму Землю с орбиты, потому что там нет границ. Государственные границы пропадают на высотах более 100 километров. И ты можешь вполне легально летать над любой территорией, и смотреть никто тебе запретить не может, это все ненаказуемо, а значит, разведывательная деятельность с орбиты вполне допустима, и этим занялись в первые же годы. И американская, и советская космонавтика были озабочены тем, чтобы смотреть друг на друга, и это очень хорошо. Это даже неприлично называть шпионажем, потому что это разведка, которая успокаивает политиков, дает им возможность без напряжения, без лишней суеты понимать, что творится на территории потенциального противника, или как сейчас говорят. Вот. И начали смотреть сначала тем, что было тогда, то есть фотоаппаратами. Космонавты еще не летали. До 1961 года только спутники летали, с 1957 по 1961 год летали спутники, и обычные фотоаппараты пленочные на них запускали, даже не переделывали те аэрофотокамеры, которые были созданы для работы на борту самолетов. Просто ставили их на спутники. Была такая широченная пленка, чтобы можно было большой кусок территории на нее сфотографировать. И тогда качество, конечно, было не очень хорошее по многим причинам. Во-первых, потому что сам спутник летит со скоростью почти 8 километров в секунду. Попробуй на такой скорости четкий снимок сделать. Нужна очень короткая экспозиция, за это время ничего не видно. Во-вторых, облачность. В-третьих, половина Земли всегда освещена солнцем, половина ночная, и там ничего не видно. Но постепенно все эти преграды преодолевались технически. И на сегодняшний день, во-первых, от пленки давно отказались. Телевизионная съемка, которая позволяет сразу преобразовать в цифру и сбросить на землю то, что ты сфотографировал. Во-вторых, облака сегодня почти не мешают, потому что съемка инфракрасная, либо даже радио изображения получают с помощью таких локаторов бокового обзора. И тут облака совершенно не помеха. В-третьих, научились максимально четкие снимки делать, четкость которых ограничена только свойствами земной атмосферы, размывающей ход световых лучей. Она размывает примерно в такой степени, что если спутник летает невысоко, на высоте 170, 200 километров над Землей, это предельно низкие высоты, ниже уже нельзя, иначе просто атмосфера затормозит полет спутника, он упадет там, через 1,5-2 оборота. С этой высоты видны детали размером примерно 15 сантиметров на поверхности Земли. Иногда можно до 10 сантиметров довести, но для этого уже нужны большого диаметра объективы. А Дело в том, видны что атмосфера именно... атмосферой, но есть еще законы оптики. И чем больше диаметр объектива, тем меньше
интерференция и дифракция на объективе, более четкий снимок. В общем, сейчас летают гигантские фотоаппараты. Это серия американских спутников-разведчиков, так называемый Keyhole, там какой уже 8-й, по-моему, 9-й Keyhole. Это советские, ну, вернее, сегодня уже российские спутники-разведчики с огромными объективами. Такая пушка с диаметром линзы примерно в метр, с длиной где-то метра 3 или 4 фокусное расстояние. И они видят, можно довести качество последующей обработкой примерно до 5-7 сантиметров. То есть детали размером в 5 сантиметров уже видны. Это, конечно, не позволяет, как иногда говорят, номера автомобилей читать. Мгм. Нет, это невозможно. Ну, к тому же номер автомобиля, он из космоса вообще не виден, он развернут ребром. Но тип автомобиля без труда. Да, собственно говоря, в этом легко убедиться, взяв гугловские карты. Обычный Google, он дает вполне приличное изображение, когда мы Google карты используем. Вы там можете грузовик от легкового автомобиля отличить, а на хороших военных снимках можно, ну, тип танка понять, какой марки танк. Или уж, конечно, не говоря о там, ракетных установках и так далее. Отдельного человека довольно легко видно. Ну, отличить, скажем, там, солдата от генерала невозможно, но посчитать количество солдат на открытой местности легко. Вот такое качество снимки. Они потребовали очень мощных каналов передачи информации. Мало сфотографировать. Надо еще быстро большой объем передать. Мы знаем, даже бытовой фотоаппарат требует там 12 мегабайт, 15 мегабайт снимок один. А такие космические, они там терабайтные объемы каждый снимок имеет. При этом пришлось думать о том, какие средства связи использовать. Обычно радио все-таки используют, но сегодня уже переходят на лазерную связь. Инфракрасный лазер, он позволяет намного быстрее большие объемы информации передавать. Мы же хорошо это знаем по бытовым своим каналам связи. Когда все мы начинали общение с интернетом, мы пользовались телефонными модемами. Он очень медленно все делал. Сегодня мы чем пользуемся? Фактически лазерной инфракрасной связью. Ну, она по оптоволокну у нас приходит домой на наш компьютер. В космосе это не сделаешь, приходится лучом, обычным лучом передавать. Есть проблемы, немножко атмосфера мешает, немножко облака все-таки затрудняют, но тем не менее научились по лазерному лучу передавать не только со спутника на Землю, но и от спутника к спутнику. Потому что вы фотографируете территорию чужой страны, а вам надо сбросить изображение на свою территорию. Так что оно еще несколько раз передается через спутники, и только потом над вашей территорией идет на Землю, на телескоп, который принимает этот лазерный луч. Ну, вот так работают. Так что 5 сантиметров сегодня достижимо. С трудом, но достижимая история. 5 сантиметров достижимо, но опять-таки только если есть причина, зачем это делать. То я к чему? Круглосуточного мониторинга Земли как не Нет, нет, существует. конечно, У нет. нас есть Это цель, мы отдельные, отправляем. очень маленькие места, специально выбранные там, где это нужно. А глобальный мониторинг, он, конечно, не позволяет такое качество. Да, оно и не нужно такое качество. Метеорологу ему достаточно разрешения в 1 километр, например, чтобы облачные фронты проследить, чтобы общую атмосферную циркуляцию, конечно. Для этого есть специальные спутники. Они низко, им вообще противопоказано низко летать. Мгм. Они летают далеко от Земли. Иногда на геостационарной орбите, это 36 тысяч километров от Земли, а иногда и еще дальше. Есть специальные спутники, которые летают на расстоянии 1,5 миллиона километров. Это так называемая точка Лагранжа. Она расположена между Землей и Солнцем. 1,5 миллиона километров от Земли, ну, 150 миллионов километров от Солнца. И если спутник находится там, у него Солнце всегда за спиной, Земля всегда перед ним, и она всегда освещена. Он постоянно видит дневное полушарие планеты.
планета крутится, конечно, она 24 часа поворачивается, но он все время фотографирует дневную сторону и постоянно передает метеорологам картинку движения облаков. Есть такие спутники. Кстати, одним из них руководит мой хороший знакомый, мы с ним в России, много астрономией вместе занимались. А сейчас он в НАСА руководит работой как раз такого спутника. Слушайте, интересно. Ну вот, а что касается не фотографии, да, не видео, фотофиксации, мы же как бы, вот мы видим Землю уже в инфракрасном, да, диапазоне, например. Ну, инфракрасное не дает, конечно, такого качества, но оно дает специфические возможности. Например, выделить теплые и холодные места на Земле. Это и метеорологам надо, это и тем, кто заботится о безопасности страны. Ну, например, запуск ракеты – это всегда горячая точка на поверхности планеты. И вот такой постоянный контроль за территорией противника, не появляются ли там горячие точки, то есть не взлетают ли ракеты в массовом количестве. Ну, слава богу, не взлетают, иначе бы эта война началась. Но контроль ведется именно в инфракрасном диапазоне. Радиоизображение – это еще отдельная песня, такие локаторы бокового обзора, они еще худшее дают изображение. Там разрешение примерно где-то 200-300 метров. Ну, иногда бывает, ну, это зависит от высоты полета, но зато им облака нипочем, от них спрятать ничего нельзя, они даже прикрытые чем-то объекты могут увидеть, потому что радиоволны, ну, мы же дома принимаем на карманный Конечно, приемник да. какие-то передачи, да, значит, они проходят через стекло, через стены иногда даже. Так что радиолокатор, у него свое, так сказать, направление работы, он может через определенные препятствия нащупать то, что требуется его создателям. В детстве я вот воображал, когда видел, как рыбаки используют, да, вот эхолот, то есть пробивают, соответственно, толщу воды и получают какой-то сигнал о нахождении там тех или иных объектов. И я вот в детстве воображал, можно ли вот построить какой-то такой большой-большой эхолот или много маленьких, ну и наконец-то все-таки пробить эту толщу воды, посмотреть, что там на дне и так далее. Потому что мифы ходят о том, ну не мифы, точнее, а есть устоявшееся мнение, что океан мы знаем чуть ли не меньше, чем знаем то, что вокруг происходит. И вот с космоса. Можем ли мы как-то заглядывать внутрь? Радиоволны пробивают какую-то часть. Ну, может, сделаем настолько... Не очень глубоко. Мгм. Радиоволны вглубь воды пробивают примерно на расстояние своей длины волны. То есть если ты работаешь на волне в метровом диапазоне, ты глубже, чем на 3-4 метра не пробьешь. Именно поэтому связь с подводными лодками, ну, с военными особенно, собственно, других и нет подводных лодок, осуществляется на очень длинных, сверхдлинных волнах, длиной в сотни метров. Потому что лодки плавают не очень глубоко, на глубине 200-300 метров обычно атомные подводные лодки плавают. Так вот, примерно на волне в 200, длиной в 200 метров, это очень длинные волны, удается поговорить с лодками, плывущими под водой. Но это специфическая задача, она нужна только для связи с капитанами подводных лодок. А вот прощупать дно океана, узнать рельеф океанского дна, это вроде бы не такая простая задача. Океан-то глубокий, 3 километра, 5 километров. А оказывается, это можно. И когда вы возьмете географические карты современные, то вы увидите, Есть что рельеф, да. Земля без океана иногда показана детально, рельеф морского дна показан. Все там хребты, провалы какие-то. Как же так они сделали-то? Вот. А оказывается, это делается тоже путем радиолокации. Иногда не радио, а лазерной локации. Это такой прибор лидар, который посылает лазерный луч и видит вспышечку по длительности пролета луча, Мгм. он расстояние до объекта определяет. Оказывается, морское дно, его рельеф отражается на рельефе морской поверхности. Это свойство гравитации.
Конечно, мелких деталей не увидишь, Ну, общее. но детали размером, сравнимым с глубиной океана, ну, порядка 1 километра, там 1-2 километра, они, горные хребты на океанском дне, они немножечко отражаются на поверхности океана тоже выпуклостью. Это связано с гравитацией. Когда у тебя гора какая-то, выпуклость на дне океана, на нее направлено избыточное притяжение, просто гравитационное. И оно меняет профиль эквипотенциальной поверхности, по которой располагается океанская а, верхняя, ну как сказать, верхняя граница океана. Конечно, на нее накладываются ветровые волны или там волны от кораблей, но это мелочи. Ну что такое волна? 1,5-2 метра – это мелочь. Они не могут быть километровой высоты. И вот спутник, прощупывая рельеф океанской поверхности, таким образом узнает рельеф океанского дна. И современные карты дна океана, они составлены со спутников, потому что эхолотом весь океан не прощупаешь. Сколько бы Мгм. рыбаки там не искали рыбу, они не могут описать гигантские просторы там дна Тихого океана. Они косяки рыб ищут. А спутники таким образом нам картировали, дали карты полностью всего океанского дна. Мгм. Ну, хорошо, значит, рельеф мы знаем, а вот затонувшие корабли конкистадоров уже на ощупь как-нибудь. Как Нет, нам... нет, это невозможно, это невозможно. Они илом покрыты, они никак почти не проявляют себя. Нет, да и размер корабля – это все-таки сотни метров, это неощутимо. Нереалистично. Хорошо. Про Землю мы поняли, как она у нас выглядит. Более-менее картинку мы составили в нескольких спектрах даже. Вот отталкиваясь от Земли, нас встречает чудо технической мысли, инженерной мысли, Международная космическая станция. И про нее огромное количество материала, но меня вот что интересует. Когда мы говорим о космосе, мы представляем, если честно, очень большие скорости. Ну, как бы относительно наших бытовых скоростей, они действительно очень большие. А техника в космосе, говорят, хрупкая, а еще и очень дорогая. Поэтому вопрос такой. Международная космическая станция. На ней постоянно идет какая-то работа. Постоянно происходит стыковка с кораблями и так далее. Каким образом это все происходит, не нарушая целостность структуры? Вообще, как так-то они на таких скоростях могут вместе взаимодействовать еще и удачно? Ну, если вы едете по дороге в потоке автомобилей, все мчатся со скоростью 100 километров в час, но вы можете открыть окно, высунуть руку и передать что-то в соседний автомобиль, который едет с такой же скоростью. Главное же относительная скорость, а не абсолютная. Да, станция летит со скоростью около 8 километров в секунду, и корабль подлетает к ней с такой же скоростью относительно, стараются ее до нуля почти свести, чтобы мягко пристыковаться. К сожалению, не всегда это удается. Были случаи, когда стыковка была довольно жесткая и кое-что даже ломалось. Я вот помню на нашей станции «Мир» советской, последней крупной нашей станции, была неудачная стыковка. Но на МКС таких проблем я не припомню. До сих пор как-то удавалось а, издалека, сближаясь на расстоянии примерно 10 километров, уже космический аппарат, ну, как правило, это аппарат с человеком, космический Мгм. корабль, он начинает радаром, радиопеленгатором нащупывать станцию и постепенно уменьшать свою скорость. И уже к моменту стыковки она составляет там какие-то сантиметры в секунду. Она необходима. Надо стукнуться с определенной скоростью, чтобы замки схватили корабль и уже не отпускали его. Нет, до сих пор это как-то хорошо освоено, и никаких проблем при этом не возникало. Другое дело, что если это не продуманная стыковка, а случайное сближение двух аппаратов, ну, какого-нибудь спутника с потерянным Такое бывает, управлением, несмотря на огромные старого, расстояния. а? Несмотря на огромные расстояния между объектами, такое может быть, да? Бывает. Такое не то, что может быть, такого стараются избегать, но все равно время от времени это бывает. Последняя такая неприятность была несколько лет назад, когда
уже отживший свое, неуправляемый, можно сказать, потерянный старый советский спутник врезался в живой американский спутник Иридиум. Есть такая система телефонной связи, всемирной телефонной связи через спутники Иридиум. Ну и они разнесли друг друга, конечно, в мелкие осколки. Кото- Относительная скорость, по-моему, была около 9 километров в секунду. Представляете, две железяки по тонне весом со скоростью почти 10 километров в секунду Это врезаются друг еще в и в друга. безвоздушном пространстве, то есть это все разлетается-то вообще на миллионы Это просто. разлетается довольно далеко от их орбиты, и таким вот, а, как можно это назвать, шланг, ну, Шлейфом, определенную да, таким. область заполняет своими осколками. Мгм. К счастью, все эти спутники летают не очень высоко. И, Могут на сгореть. высотах примерно 300-400 километров. А там есть уже на этих высотах остатки атмосферы. Разреженные, но все-таки воздух есть. И мелкие осколки довольно быстро тормозятся и выпадают на Землю, и метеорами сгорают в атмосфере Земли, и, в общем, никому не приносят неприятностей. Если высоко это происходит, на высотах больше 600 километров над землей, там уже воздуха почти нет, и они будут веками там летать. Это довольно большая неприятность. И еще и поэтому МКС никогда высоко не забирается. Она летает в промежутке от 390 до 450 примерно километров, то есть фактически чувствует разреженный воздух. Это не очень хорошо, он ее тормозит. И полет МКС все время приходится подправлять, поднимать ее орбиту, чтобы она не рухнула на Землю. Но зато это в каком-то смысле очищенное пространство. Атмосфера там быстро очищает от осколков пространство, и МКС не очень сильно рискует. Но где-то ну, где-то от 3 до 5 раз в год приходится включать реактивные двигатели и уводить станцию от предполагаемого столкновения. Ну, если что-то тяжелое летит, там крупнее, ну, мяча волейбольного, это уже может разнести там целый блок МКС вдребезги. Приходится включать двигатели и уводить ее с орбиты. Это довольно дорого. Это дорого, потому что каждый литр топлива ракетного стоит 20-25 тысяч долларов доставить его на орбиту. Это сильно удорожает эксплуатацию станции. Это, знаете, как если ты хочешь создать собственную радиостанцию, ты должен зарезервировать за собой некую частоту, да? Вот, собственно говоря, Диапазон частот, да, да? диапазон. Вот также люди, которые выводят спутники, ну, например, Илон Маск, да, со своим Старлинком, спутников становится больше, надо будет регистрировать непосредственно диапазон высоты, чтобы, не дай бог, ни с кем там не пересечься. Пока такой службы регистрации высот нет. Каждый может запускать куда хочет. Но это не очень хорошо. Ну, Да, уведомить же он Илон Маск должен. засорил околоземное пространство и продолжает его засорять. Что делать? А цивилизация так устроена, что какое-то благо всегда вызывает и отрицательные реакции на это. Автомобили тоже, в общем, отравляют наш воздух, но мы же ими пользуемся, это удобно. И прямым интернетом из космоса тоже многие хотят пользоваться, поэтому никто не остановит Маска, он будет продолжать эти спутники плодить. Ну, надеюсь, таких вот ДТП будет меньше. Будет какой-то контроль, Не будет. думаю, нет, математические модели показывают, что их будет больше, к Ну, потому сожалению. что больше спутников, очевидно. Да, Поэтому. если уборкой не заниматься, если старые, хотя бы старые спутники убирать, те, что уже неуправляемо А, летают и никакой функции полезной не несут, хотя бы их надо убирать с орбиты, чтобы они не угрожали остальным. кстати, Пока да, нет такой интересная возможности. тема уборка, космический клининг, да? То есть Клининг, нам нужно да. вылететь как-то к спутнику и толкнуть его в сторону атмосферы, чтобы он там Разные благополучно. варианты предлагаются. Есть вариант, например, мощным лазером посветить на спутник и заставить часть его конструкции испариться и сработать как реактивный двигатель, тормозящий полет этого спутника. Ну, разные есть варианты. Пока попробовали только один. Буквально с очком их, ну, такой сеть накидывать, Мгм. но это, конечно, очень дорогой вариант. За каждым Конечно. час летает где-то около
30 тысяч осколков, реально представляющих угрозу для МКС и для других спутников. Ну, 30 тысяч ловцов за ними не отправишь. Это невозможно. Пока непонятно, как это делать. Интересная проблема, которая ожидает нас в будущем. Она уже тут, А эта все просто, проблема. просто потому, что будущее это уже тут. Уже здесь, точно. Смотрите, на МКС, как и на стыковочных космических кораблях, обитают у нас люди. И они туда отправляются, говорят, не голые все-таки, да? А на них есть защитный костюм, некий скафандр. И вот недавно, разрешите, пожалуйста, процитировать, космонавт Олег Кононенко поделился подробностями перспективных скафандров для работы космонавтов. И самое главное, интегрировать внутрь скафандра реактивную установку для возвращения к станции космонавта при потере контакта с поверхностью МКС. Я это к чему? Работа по скафандрам ведется, правильно понимаю? Постоянно ведется, конечно. Она ведется в... Есть ли некая конкуренция в скафандрах между странами? Есть ли такое, что, ну вот, американские скафандры, конечно, интереснее будут? Или все-таки мы используем более-менее одни и те же технологии и, может быть, даже развиваемся вместе? Ну, вдруг так сошлись карты, что даже как-то помогаем, как... Я бы не назвал это конкуренцией, но, безусловно, особенности скафандров, конечно, есть у разных стран, и они сложились исторически. Ну, хотя бы вспомнить, есть разные скафандры. Есть спасательные, они довольно легкие. Их функция – это сохранить человеку жизнь на несколько там, минут, когда вдруг, если что-то произойдет на корабле, там разгерметизация, что-то такое. Это довольно легкие костюмы, но работать в открытом космосе в них нельзя. А работать часами за пределами станции – это совсем другие костюмы, и они ведут свое происхождение от лунных скафандров. Впервые проблема настоящего вот такого полноценного скафандра, который дом для человека, все его функции позволяет задействовать, и охлаждает его, и кислородом напоить, и связь поддерживать. Это лунные скафандры впервые были. И тогда они у нас и у советских инженеров и американских совершенно по-разному были устроены. Американцы летали на Луну так, что на поверхность Луны выходили 2 человека, а у нас предполагался 1 человек. У нас более легкая ракета была, и только 1 мог достичь Луны. Поэтому, когда двое, они могут помогать друг другу одевать скафандр. И американские устроены так, что штаны отдельно, рубашка отдельно, на поясе стыкуются. Это хорошая, удобная система, но там присутствие второго человека обязательно, он должен помогать первому. А наш должен был одевать скафандр самостоятельно. И он совершенно по-другому сделан. У него задняя часть, которая ранец с жизнеобеспечением, там кислород, рация, холодильник для воды, я еще вернусь к холодной воде, это очень важная вещь. Он как дверь открывается, человек входит в скафандр, а потом рукояткой захлопывает заднюю дверь за собой и оказывается внутри этого, по сути, маленького космического дома. И до сих пор эта традиция сохраняется. Вот наши скафандры пустотные именно с такой дверкой, куда зашел и захлопнул ее. Американские из 2 частей. Штаны отдельно, рубашка отдельно. А одна из неочевидных функций скафандра, мало кто об этом знает. Это, ну, понятно, дышать надо, там водичку какую-то попить или сок какой-то попить, если 8 часов работаешь в скафандре, тоже надо. Еду Охлаждать. обычно там не предполагается есть, а вот попить, конечно, нужно, работа тяжелая. А вот одна из главных функций – охладить человека. Дело в том, что человеческий организм, даже в спокойном, вот мы с тобой сидим сейчас, вроде ничего не делаем, разговариваем, примерно 100 ватт тепла постоянно выделяет наше тело. Лампочка. И вокруг нас воздух циркулирует, он снимает это избыточное тепло. А человек, запертый в скафандр, он никуда это тепло выпустить не может, оно не выходит. Вокруг вакуум, ветра нет. И к тому же ты активно, физически активно работаешь в скафандре, плохо гнутся сочленения, надо прикладывать усилия. 300 ватт выделяет тело человека, такого нормального мужчины, работающего, занятого физическим трудом. Куда эти 300 ватт девать? Поэтому
на тело космонавта, почти на голое тело, на тоненькую очень рубашечку, одевают комбинезон, сплетенный из тоненьких трубочек, по которым циркулирует холодная вода. Даже на голову такую шапочку из этих трубочек одевают, потому что наш мозг примерно 30% тепла, выделяющегося телом, уходит вот отсюда, из головы. И эта вода снимает тепло, уходит в ранец, там охлаждается, там холодильник есть, иногда замкнутый, иногда открытый, прямо с выбросом в космос паров. И вот таким образом человек охлаждается. Теперь вернемся к ракете. Вообще говоря, мне кажется, это надуманная проблема насчет интегрировать ракетный двигатель в скафандр. Конечно, это утяжелит скафандр, но космонавты никогда особенно далеко от станции не отлетают. Они хорошо привязаны, как минимум, двумя независимыми веревочки, ну, не веревочки, а специальные карабины там на таких металлический трос, карабин, и никогда еще не было проблемы, что вдруг отлетел, не можешь вернуться. Такого я не припомню. Так что, конечно, никто не будет интегрировать в космический скафандр, в каждый космический скафандр маленький реактивный двигатель. Но специально для того, чтобы человек мог покинуть поверхность станции, отлететь на несколько сотен метров, потом вернуться, такие, конечно, были. Еще в самом начале, 40 лет назад, когда шаттлы американские стали летать, и когда мы свой «Буран» стали делать, появилась такая задача: сблизиться с каким-то космическим аппаратом, захватить его и либо отремонтировать там на месте, либо притянуть к шаттлу или там к нашему «Бурану», к челноку и погрузить в грузовой отсек. Поэтому и у нас, и у американцев были сделаны ракетные ранцы. Но они отдельно надеваются, они поверх скафандра крепятся, в основном на спине, ну, тут ручки всякие, управления выходят. И были случаи, когда они вполне оправдывали себя. Например, я помню, очень дорогой спутник для исследования Солнца, такой был СММ, был выведен на орбиту и почти сразу испортился. Какая-то мелочь там испортилась, и жалко было терять спутник. Американцы на шаттле подлетели к нему. Близко нельзя было подлетать, все-таки это было опасно. Спутник неуправляемый, крутился. Космонавт с ракетным двигателем вылетел из грузового отсека, где-то на расстоянии 150 метров, по-моему, захватил этот спутник, притянул его, посадил в грузовой отсек, и они, не спуская на Землю, там его отремонтировали в грузовом отсеке и снова пустили в свободный полет. Если не ошибаюсь, он до сих пор работает, этот спутник. По-моему, уже несколько десятилетий он активно. Вот. Так что был случай, когда и активный ранец реально помог определенную операцию сделать. Но интегрировать ракету в каждый скафандр, я думаю, это история, ну как-то, игра не требует такого, космическая работа не требует этого. Ну, возможно, Олег Кононенко пошутил, так Я думаю, пошутил, да. кто поймет, кроме людей, которые в этом разбираются. А касаемо скафандров, которые мы будем использовать, когда будем наконец-то уже колонизировать Марс. О, это еще одна проблема. Значит, до сих пор мы говорили о Луне и о работе в Мгм. невесомости, да, на орбите. Ну, в невесомости вообще скафандр ничего не весит, и единственная трудность – это сгибать сочленение. Это нелегкая работа. Давай я напомню. Внутри скафандра давление воздуха, иначе человек просто не может жить. Оно не такое большое, как у нас комнатное давление в 1 атмосферу, но, например, когда альпинисты идут на Эверест, то уже на высоте примерно 6 километров давление воздуха вдвое меньше, чем на уровне моря. И я бы сказал, я вот, например, не мог перенести такое низкое давление. Я на Эльбрус ходил выше 4,5 километров, мне уже трудно было дышать. Так что в скафандрах примерно в половину более низкое давление воздуха, чем в комнате, но это большое давление, это все равно большое. Скафандр надут, а снаружи пустота.
Вот попробуйте а, взять хорошо накачанную велосипедную шину и пальцами ее сжать. Не так-то это просто. Так вот, таким же надутым, таким же упругим является скафандр. И попробуйте, например, перчатку, в которой внутри давление воздуха есть, а снаружи нет, попробуйте ее сжать. Она становится упругой почти как велосипедная шина. На ВДНХ в Москве, на выставке достижений народного хозяйства в павильоне «Космос» есть такой пример этому. Маленький прозрачный ящик, в который вставлена перчатка космонавта, а из ящика выкачан воздух. И ты засовываешь туда руку, и вот попробовать сжать один-два раза, ты понимаешь, что приходится космонавту преодолевать. И это серьезная проблема, и она до сих пор не решена. Я читал отчеты американских астронавтов, которые работали на Луне вот в начале 70-х. По истечению третьих суток, когда им надо уже было возвращаться, у них из-под ногтей кровь сочилась. Настолько сильно срабатывались пальцы вот в упругой перчатке, а приходилось что-то делать. Вот эта проблема не решена, и непонятно пока, как ее можно решить. Понижать давление в скафандре? А как? Это закипит кровь в сосудах человеческого тела. А как же экзоскелеты? Возьмем и сделаем туда робота, который Пока никто будет... не пробовал экзоскелет надевать поверх скафандра. Есть вариант, есть вариант. Сделать скафандр не надутым внутри воздухом, а упругим, ну вот как гидрокостюм у аквалангистов. Он ведь тоже с помощью резины создает давление на твое тело. Но он Это плотно в каком-то прилегает. смысле. Но тогда непонятно, как решать проблему охлаждения тела. Аквалангист в холодной морской воде, он там еще и замерзнуть может. А космонавт в открытом космосе, где нет причины охлаждаться. Вот Илон Маск, вроде бы он обещал сделать для работы на Марсе такие упругие скафандры, пока ничего не получается. И я напомню, на Луне сила тяжести в 6 раз меньше земной. Скафандр, хороший такой полноценный скафандр, весит 100 килограмм. Но, слава богу, на Луне в 6 раз легче, он там 16 килограмм весит. А на Марсе сила тяжести в 2,5 раза меньше земной. И 100-килограммовый скафандр будет весить 40 килограмм. Попробуйте рюкзачок 40 килограмм на себя повесить и поработать с ним. Это тоже И перчатку попытаться еще еще и вот это, параллельно еще сжимать. и вот это. Потому что на Марсе давление воздуха почти никакое, ну там в 200 раз ниже земного. В общем, проблем там будет очень немало. Да, экзоскелет, об этом говорят. Но я что-то не видел легких экзоскелетов, да еще и батарейки, ведь аккумулятор какой-то надо таскать на себе. Вот это, собственно говоря, и вопрос. Сейчас, думая об экзоскелетах, я подумал, а скафандрам вообще нужно подключение к электричеству? Они электрифицированы, извините меня? Ну, там аккумулятор тут же Аккумулятор. в ранце, конечно. Литий-ионный, да, то есть стандартный. Ну, а лучших-то нет пока аккумуляторов. Хватает для работы вот на 8-9 часов нормально работает. Потом на подзарядку на станцию. Конечно, да. Потом обслуживание скафандра – это все равно, что обслуживание, не знаю, Автомат. самолета или небольшой ракеты. Там же все системы жизнеобеспечения, которые должны быть еще и надо высушивать его, проветривать. Потом долго его приходится приводить в такое работоспособное состояние. А саму МКС мы запитываем, получается, откуда? Где там у нас розеточка-то? Солнечные батареи. Мгм. И их хватает. Фу, они огромные. Если посмотреть на фотографии МКС, то главное, что мы видим, это огромные крылья солнечных батарей. Она же проводит только половину времени на освещенной Солнцем стороне орбиты, а вторая половина времени в тени. Значит, надо успеть подзарядиться, пока солнышко на тебя И светит. успевают, очевидно. Ну, То есть, конечно, как мы с вами успевают, да. соберемся на МКС, солярку с собой брать нам не надо. Нет, дизеля там нету. Замечательно. А вот МКС это первый наш такой объект, который... Но все-таки мы сделали его сами, мы как человечество, имеется в виду. А вот первый космический объект, космическое тело– это Луна.
Мы про нее очень много всего знаем, мы про нее пишем песни, снимаем фильмы, и вообще крайне у нас популярный такой объект Луна. Вот. Собственно говоря, вопрос-то такой. Какие у нас планы на Луну? Зачем она нам нужна? То есть я немножко объясню, что я имею в виду. Нужна, конечно, безусловно нужна. И вот и первый человек на Луне, и вот и посмотрели мы и обратную сторону Луны. Ну, в целом классно. Утилитарно-то мы ее как-то можем использовать? Может быть, мы какой-то логистический хаб из нее сделаем? Или будем использовать как кладовку, чтобы пельмени там замороженными хранить? Вот интересная мысль. Да, Луна, между прочим, холодное тело. Кажется, что она очень яркая на небе, наверное, горячая. Да, конечно, пока солнышко ее нагревает днем, на поверхности Луны можно жарить яичницу очень даже и кипятить чайник, там 120 градусов выше нуля. Ночью она охлаждается до минус 150, а иногда, а на полюсах там вообще где-то около минус 200 градусов постоянно. Так что на поверхности Луны можно найти любую температуру, какую тебе нужно, и положительную, и отрицательную. Но под грунтом там, как и везде, одна и та же температура. Она выравнивается, и среднесуточная температура на Луне довольно низкая. Даже на экваторе ну, то есть постоянная температура под грунтом на глубине ну, где-то 1,5-2 метров минус 25 градусов. Это прекрасный холодильник. И Замечательно. на днях меня попросили рассказать об исследованиях Луны на большой конференции Яндекса. Яндекс – это крупная компьютерная сеть, и у них, передо мной выступал один из инженеров Яндекса, и он сказал, знаете, на что мы основные свои деньги тратим? На охлаждение наших суперкомпьютеров, потому что они все вырабатывают процессоры, огромное количество тепла. Я говорю, ребята, на Луну минус 25 бесплатно. Там серверы разместил под грунтом, и не надо тратить деньги на их охлаждение. Так что холодильник у нас на Луне есть. И, конечно, не только для компьютеров, там можно что угодно. Хранилище каких-то очень важных вещей. Злаков, там, семян растений, злаков, ДНК. Ну, в общем, все, чем мы дорожим, и все, что мы надолго хотим сохранить, мы уже на Земле придумываем такие хранилища. Вот на Шпицбергене, например, там много уже лет накапливаются разные биологические объекты. Но Шпицберген начал уже оттаивать, между прочим. Там уже тепло становится. А Луна не оттает, может не беспокоиться, минус 25 и ниже, до минус 170, минус 190, там всегда будет. Это утилитарно, но это действительно полезно. Я думаю, что второе... Я вообще не говорю про науку. Ты же не спросил меня, а вам, астрономам, это зачем? Ну, понятно, зачем, нам все интересно. Вам-то да, Да. вам-то нужно. Это отдельная песня. А второе, на Луне довольно много материала, из которого можно промышленное производство наладить. Там уже даже с орбиты замечено соединение металлов некоторых, вода есть. Ну, в общем, какое-то промышленное производство можно делать ракеты. А запуск с поверхности Луны в сотни раз дешевле будет, чем с поверхности Земли. Там нет атмосферы. Конечно. И можно... На что тратит ракета свои самые главные запасы топлива? Ну, то есть вот первая ступень, бустер, это 3/4 веса Преодолеть ракеты. вот это. Проткнуть вот эти нижние слои земной атмосферы. На Луне их нет совсем, и там вообще не нужно. В принципе, можно обойтись без ракет. На Луне можно электродинамическими, ну, такими, вот сейчас поезда на магнитной подвеске есть, там в Китае, в Японии летают с большой скоростью на магнитной подвеске, и линейные электродвигатели позволяют разгонять. Но у нас быстро не разгонишь, атмосфера мешает. А на Луне можно ну как сказать, электрическая пушка. Вот то, что раньше называли рельсотрон для военной цели, на Луне будет идеально работать. А электричество там сколько хочешь. Солнечный свет позволяет вырабатывать электричество в течение всего дня. И уже есть расчеты, уже есть статьи о том, что запуск с Луны окупит все расходы на, так сказать, организацию
жизни на Луне. Ну, поначалу надо будет вкладывать деньги, а потом космонавтика станет совершенно иной. Ракеты перестанут быть необходимыми, они очень дорого стоят. Все с Луны можно запускать с помощью электричества, электрические такие ускорители. Вот я думаю, что эта перспектива такая вполне ощутимая, и в это вкладывают деньги уже даже те, кто, про кого раньше мы никогда не слышали, как о космических державах. Например, маленькая европейская страна, Люксембург. Никогда в жизни. Какая там космонавтика в Люксембурге? Там можно камнем перекинуть от одной границы до другой, от Люксембурга. Они вкладывают деньги именно в исследование Луны. А они знают, куда вкладывать. Вот деньги они считать умеют. Люксембург – это мощная финансовая такая Да. точка в Европе. Они, видимо, видят перспективу коммерческого использования Луны, иначе бы они не вкладывали деньги в создание там инфраструктуры лунной. Ну, а ученые, все-таки я ученый, для ученых это мечта. Это мечта. Особенно обратная сторона Луны, с которой не виден земной шар, а значит, туда не приходят радиопомехи с Земли. Мы мечтаем там радиоастрономические обсерватории создать на Да. обратной Да. стороне Луны. И уже даже есть проект, финансируется, который позволит это сделать. Делают это китайцы, и они хорошо понимают, что на поверхности Луны работать дорого. Посадка и какие-то руки, либо руки роботов, либо руки человека там надо использовать, чтобы что-то создать. Они прекрасно, а, ну, пока не реализовали, но придумали такую красивую радиоастрономическую систему. Несколько спутников будут летать вокруг Луны, один за другим, цепочкой такой. Каждый из них – это радиотелескоп. И залетая за обратную сторону Луны, в течение нескольких десятков минут, пока он не видит земной шар, он будет наблюдать нужные нам космические объекты. Потом он вылетит, а на смену прилетит другой. И вот они, сменяя друг друга, будут двигаться по орбите вокруг Луны 5-6 спутников, так что один из них всегда будет в идеальных условиях там за Луной и будут заниматься радиоастрономическими исследованиями. Красивая идея, Красиво. и она, и она уже реализуется. На это деньги даны, определенные планы есть. Я думаю, она будет работать. Так Луна-то, получается, очень полезна. Она очень полезна. Она очень полезна, она совершенно не бесполезна. Понятно. Слушайте, отлично. А вот, кстати, между прочим, Луна вроде как от нас отдаляется, да? Ну, очень медленно, можно об этом не думать. Она в год на 4 сантиметра приблизительно удаляется от Земли в среднем. То есть такие колебания, она то ближе, то дальше, но в среднем она, так если а, просуммировать за несколько лет, в среднем на 4 сантиметра в год она уходит от Земли. Мгм. И вот, соответственно, даже если у нас какие-то планы на Луну есть, судя по всему, есть, и даже, можно сказать, не Марс надо, да? Точнее, и Марс надо, конечно, надо все, и побольше. Ну, вот, да, Луна, как до нее уж маршрутка доходит, по-моему. Вот там вот надо делать дело, да, на самом-то Ну, деле. пока эти маршрутки дорого стоят, да. Это удаление, можно о нем не думать, там, на ближайшие несколько тысяч лет, ну что это, несколько тысяч Нет, я говорю сантиметров. про миллиарды, потому что, смотрите, ну, миллиард лет пройдет, 4 миллиарда сантиметров, это у нас Знаете, 40 тысяч я впервые километров. вижу такого оптимиста, который думает о миллиардах лет будущего человечества. Тут бы выжить в ближайшие годы, а про миллиарды лет пусть наши потомки думают. Мгм. А на каком расстоянии Луна стартовала вообще? На каком расстоянии она появилась? Да, если в обратную сторону Мгм. расчет провести, то примерно 2-2,5 миллиарда лет назад она была намного ближе к Земле, на расстоянии примерно 3-4 размеров земного шара. Это очень близко. Значит, на нашем небе она была такой здоровенная. Но там уже начинаются неопределенности, и полагаться, доверять этим расчетам нельзя. Мы много чего не знаем. Мы вообще не знаем, откуда Луна, если честно, как она сформировалась. Так что ее стартовое положение восстановить очень сложно. Ну как же, То ли она она была пролетала захвачена рядом. Землей уже в готовом виде,
то ли она сформировалась рядом с Землей, из чего она сформировалась, то ли из вещества, потерянного земным шаром, то ли из другого какого-то. Это еще предмет спора, и определенного взгляда, определенной теории на этот счет нет. Так вот откуда у нас Тихий океан, да? На Земле. Это кусок вырванный. Такая идея была, но она, конечно, не очень правильная. Ну да, понятно. Будущее, значит, человечество туманно на миллиарды лет. Ну, значит, надо селиться на других планетах или и в том числе искать жизнь. Кстати, про поиск жизни. Нашумевший всем фосфин. Подождите с фосфином. Мы еще на Луне-то не знаем, есть ли там лунная жизнь. Я говорил о минус 25 градусах под грунтом, но ведь если углубляться туда на глубину в 1,5, 2, 3 километра под грунт Луны, там тепло. Ну, как у любой планеты, чем глубже, поближе к центру, тем теплее. И на глубине в несколько километров на Луне вполне условия для жизни есть. И мы еще понятия не имеем, что мы там найдем, когда будем бурить Луну. А хотим найти там? Но, Предполагаем какие-то попыточки? Ну, вот тем же самым радиоволнами хотя бы простреливаем потихонечку. ну, радиоволна, она не может сообщить нам о наличии жизни. Для нее жизнь слишком мелкий объект. Мы говорим, конечно, о микробах. Ну, понятно, Конечно. что под грунтом только микробы. Я напомню, на земном шаре жизнь в основном под грунтом. Это нам кажется, что тут деревья, слоны, носороги, мы с вами, это и есть жизнь. Нет, это так пенка на стакане с кофе. Основная жизнь на Земле находится на глубине, ну, от нуля, вот от границы земной коры, до примерно 3,5 километров вглубь. Вся земная кора пронизана микроорганизмами. И их общая биомасса больше, чем нас, бегающих тут по Да, поверхности. конечно. Это надо помнить. Это и есть жизнь на Земле. И мы не Так что на любой оставляем планете. Да. надежды про Луну, да? То есть, И про Луну надо тоже проверить, пробурить ее хотя бы там километра на 3-4 и посмотреть, что там в глубине. Там есть вода, мы это тоже проверяли. Там температура выше нуля, ну, такая более или менее комнатная. И для жизни это вполне нормальные условия. ну, если не найдем, то поселим, как говорится. Да. Да мы уже вообще поселили. Те, кто летали на Луну, и астронавты, и наши аппараты туда садившиеся, они что-то занесли, конечно. Мы уже заразили Луну. Заразили собой. Надеюсь, эта болезнь, да, с положительным исходом. А про фосфин-то я спрашивал ровно потому, что про него много говорят. Вы, кстати, тоже про него много разговаривали. Да, я И, был увлечен этой новостью несколько лет ну назад. что, вы нас Речь идет о готовы Венере, да, надо разочаровать? напомнить. Да? А это Венера. Все знают, что на Венере облачная, плотная атмосфера непрозрачная, и там под слоем атмосферы на поверхности планеты условия совершенно адские. Температура 460-470 градусов выше нуля. Конечно, она исключает какие-либо варианты жизни, ну, похожие на то, что мы знаем, как жизнь на Земле. Но в атмосферу, если подниматься на высоту 50-60 километров, там уже не так жарко. Ну, на Земле тоже, когда вы летите на самолете, с бортом там минус 60, а на аэродроме было плюс 30, да? В атмосфере на большой высоте вполне приличные условия на Венере, но как-то никто насчет жизни там не задумывался, ну, потому что как-то она может летать там и не садиться на поверхность. Тем не менее, решили проверить. И 4 года назад, нет, 3,5 года назад, в августе 2020 года, радиоастрономы в радиоизлучении Венеры, оно идет оттуда, радиоизлучение, вроде бы обнаружили линии поглощения одной интересной молекулы. Ну, там много разных молекул, углекислый газ, там пары воды, серная кислота. Обнаружили молекулу фосфина, фосфор H3. Простенькая такая молекула из 4 атомов. Ну и что? Фосфин. А оказывается, фосфин на Земле – это продукт жизнедеятельности. Микробы наши, особенно вот гниение в болотах происходит, или, например, ну, в основном это болотный газ Те такой вот самые всплывающий. огоньки.
голубые огоньки на болотах. Вот кто любит гулять по ночам по болотам, наверное, видел такие голубые огоньки. Это фосфин всплывает и окисляется, сгорает в кислороде воздуха. Он, конечно, сильный ажиотаж вызвал, и мы тогда осенью 2020 года были просто на ушах стояли. Все на Венере жизнь. Но надо было проверить. Об этом сообщение об этом поступило от одной группы радиоастрономов. Надо было проверить. Возможностей увидеть что-то в радиодиапазоне на Венере не так уж много. Это буквально на Земле всего две радиообсерватории. Одна на Гавайях, другая в Чили, на чилийских Андах. Других вариантов нет. Мгм. Только кроме них никто вообще этого не может. Они стали, значит, спорить. Одни говорят, видим фосфин, другие говорят, не видим фосфина. Надо было ждать третьего кого-то. А третий вариант нашелся. У американцев и западных европейцев есть совместная летающая обсерватория. Самолет, большой Боинг, и у него там на борту здоровенный телескоп инфракрасного диапазона. Мгм. Открывается окно, и он смотрит прямо туда, в космос. Вот на него была надежда, что он либо увидит, либо не увидит фосфин в атмосфере Венеры. Он полетел, посмотрел на Венеру, увидел слабые линии фосфина, но возникло подозрение, а вдруг это в нашей земной атмосфере фосфин? Он же у нас-то тоже есть, наши микробы-то его выделяют. Мгм. Так что и третье наблюдение тоже не внесло ясности. Ясности пока нет. Вот Ясно, это хорошо. Я к тому, что мы не зарыли эту тему, да? нет, не зарыли, не зарыли. Более того, начиная с осени 2020 года все страны, у кого хоть какие-то космические возможности есть, ну, это Роскосмос, НАСА, Европейское космическое агентство, Индийское, Китайское, Канада отдельно. В общем, все резко переориентировались на Венеру. Если раньше искали жизнь только на Да. Марсе, и все Марс, Марс, Марс. Сейчас половина проектов, подготовка вот полетов на Венеру. Нырнуть в атмосферу и реально там пощупать, есть или нет фосфин, ну и вообще попробовать микроорганизмы там найти. Уже в конце нынешнего 2024 года будут первые полеты к Венере. В 2025 году вообще несколько зондов полетит туда. И до 27 года будет, по-моему, дюжина полетов Дюж. на Венеру. А у России самый богатый опыт по исследованию. Ну, у Советского Союза, да, не будем Да. мелочиться. У нашей страны самый богатый опыт исследования Венеры. Кроме нас, кроме наших инженеров, никто не создавал аппаратов, способных на поверхности работать. Они, вообще-то говоря, сейчас и не нужны для поверхности. Надо там, на больших высотах в атмосфере Надо там, пощупать. где фосфин. Нам Вот-вот. вот. Но и на поверхности тоже надо продолжать исследования, потому что есть намек на то, что на поверхности Венеры какие-то, ну, какие-то похожие на жизнь вещи происходят. Этот намек был связан с тем, что в 80-е наши аппараты, садившиеся на поверхность Венеры, передавали оттуда снимки. И телекамера, она постоянно вращалась и каждые 20 минут фотографировала одни и те же места вокруг вокруг аппарата севшего. Так вот, на разных кадрах через 20 минут, через 40 минут видны какие-то подвижки. Что-то возникает, какие-то новые изображения, а потом пропадают. Можно это списать на радиопомехи. Все-таки снимки-то были не особенно четкие. Можно списать на работу ветра, что он камушки там перекатывал. А можно предполагать, что это живые организмы там шевелились. И такая идея тоже сейчас рассматривается. Так что на поверхности Венеры тоже надо проверять. А вдруг там есть своеобразные такие теплолюбивые формы жизни. Слушайте, ну это внушает интерес на самом деле. До Конечно. 2027 года весь мир, да, готов совершить энное количество полетов на Венеру. Ну, что-то-то мы точно обнаружим. Ну, как Конечно, обнаружим. Да, конечно, я дополнительная уверен. информация будет, потому что мы уже перестанем это на помехи какие-то смахивать. Мы точно посмотрим. Ну, нет так нет, как говорится. Кстати, про нет так нет.
Фосфин обнаружен был на Венере, а только на Венере, вообще вот среди столько всего Только на рассматривали. Венере, только. Это уже совершенно удивительно, правильно? То есть, представляете, если мы обнаружим жизнь, то она оказалась вот тут, вот рукой Я бы сказал, подать. что только на Венере и есть возможность для жизни. Вот на высотах порядка там 55 километров давление воздуха комнатное, как у нас. Температура комнатная, там плюс 10, плюс 20 градусов. Атмосфера углекислая, ну так ведь для микробов углекислый газ – это родная среда, они просто обожают углекислый газ, анаэробные такие. Наоборот, они кислород не любят, а Да, углекислый газ да-да-да. для них. Может быть, единственная мелкая неприятность – это что сами облака Венеры состоят из капелек концентрированной серной кислоты. Но они очень разреженные, и биологи говорят, что, ну да, ну немножко кислая атмосфера, но ничего страшного, это не убийственно для микробов. Они вполне там могли бы существовать. Ну, около, подводных источников, да, живут же Да, микроорганизмы. там тоже кислая вода, да. Конечно, а там еще более менее благоприятные, точнее, условия для Да. обитания. В общем, жизнь найдет способ. Главное, чтобы был вот этот вот, зацепочка наша маленькая. Ну, Так что будем ждем будем новостей с Венеры. да, Я думаю, будем в конце этого посмотреть. года уже появятся новости. Мгм. То есть получается не per aspera ad astra, а per aspera ad Venus, да? У нас в итоге получается. Венус. Венерические исследования. Венерические исследования в этот раз такие, а не то, что вы подумали. Такс, вот интересно нам не про Венеру, а про Марс. Нам про него все равно интересно, согласитесь, потому что мы, конечно, переключились на Венеру, много всего делаем с Венерой, но Марс нам тоже интересен. И вот тут недавно... Вообще, у меня есть более общий вопрос в целом по космологии. Мы привыкли к нашим землетрясениям, земляным. Я имею в виду привыкли в том смысле, что мы их знаем. Мы их Да. даже умеем мерить, мы умеем даже иногда их предсказывать и так далее. Вот, землетрясения. Сейсмическая активность происходит на всех космических объектах. Ну, там, где была возможность это исследовать, а, собственно, сейсмометры-то до сих пор были только на Луне и на Марсе, больше нигде не были. И на Луне, и на Марсе, да, сейсмическая активность А так, наблюдается. телескопом мы не, ну там изменение магнитного Ну нет, поля, конечно. еще Ну что-нибудь. нет, нет, ну как. Это дело тонкое, надо аккуратно мерить колебания почвы. На Марсе вообще один сейсмометр только работал вот за всю историю. Последние несколько лет он работал, вот сейчас перестал уже, станция умерла. А, по-моему, последние 4 6 лет он там, работал, очень интересные вещи обнаружил. Во-первых, слышал, как на Марс падают метеориты, удары метеоритов регистрировал. И это очень полезно, потому что падает метеорит, и звуковая волна идет вглубь планеты, отражается, преломляется, снова приходит назад. И то, что мы на Земле иногда делаем, как это, а, сейсмическую разведку, взрываем там небольшие заряды, чтобы прозондировать Мгм. Землю звуком, то на Марсе это метеориты эту работу выполняют. Но там, оказывается, есть и внутренние источники колебаний, то есть какая-то геологическая жизнь на Марсе еще не умерла. Хотя он маленький, хотя он остывает, конечно, быстрее Земли, но такое впечатление, что он еще не до конца остыл, что там какие-то подвижки внутри происходят, и, может быть, даже иногда вулканическая деятельность. Пока никто не видел действующих вулканов, но намеки на это есть. Мгм. А Луна? Марсотрясение, значит, марсотрясение существует, потому что, Да. если что, у нас есть новость, что группа ученых из Пенсильванского университета предложили аж новый способ. Все упирается в вопрос поиска воды. И вот они хотят прослушивать эти марсотрясения и уже как-то декодируя этот сигнал, пытаться определять, я так полагаю, какие-то пустоты, да, то есть какие-то динамику, может быть, На границах ликвидность. сухих и мокрых, пронизанных водой материалов, во-первых, преломляется звуковая волна, во-вторых, рассеивается и ну, гаснет. И вот это как раз способ определить, нет ли слоев, водоносных слоев в недрах планеты. Да, сейчас по данным вот этого единственного сейсмографа стали в глубинах Марса нащупывать
наличие. Но это, конечно, не вода, а влажные слои. Это не М. просто жидкая вода, а более или менее ну, такие глинистые влажные слои почвы. Вот, да, да, это удается. Метеорит шарахнул, мы сигнал посмотрели, Мгм. зафиксировали, и дальше уже с помощью математики Кстати, определили. насчет метеоритов. Наблюдения это несколько лет проводились, и выяснилось, что в последние 2 года Марс чаще стал обстреливаться метеоритами, чем это было в предыдущие несколько лет. То есть сейчас определенная метеоритная атака так на Марс происходит. Видимо, недалеко от него распался какой-то астероид, и Мгм. его осколки сейчас стали более часто. Вообще Марс, конечно, избит метеоритами, дай бог, там иногда поверхность похожа на лунную, просто кратер на кратере. Там рядом пояс астероидов, и на Марс, в общем, падает довольно часто. Ну, нам только плюсы сейчас от этого. Марса, Да, да, это прекрасная базы на возможность. Марсе у нас еще нет, нам нечего терять, там сказать. Терять нам там нечего, точно. А сейсмограф работает. Да. Но он Замечательно. уже, к сожалению, не работает. Вот тот единственный инсайт был такой аппарат американский, не марсоход, а стационарный. Он прилетел, сел и выложил на грунт французский сейсмограф. Вот этот сейсмограф работал очень хорошо, но, к сожалению, уже аппарат. Оказалось, что в этом месте довольно пыльное место. И аппарат умер потому, что за несколько лет работы на его панели солнечных батарей нападало много марсианской пыли. И они перестали вырабатывать электричество. Вот это вот как-то жалко, что Марс такой Жалко. пыльный. Жалко, что дворники не Дворников не было интегрировали. предусмотрено, да. Можете, пожалуйста, кратко описать, вот вы сказали, что в этом году будет полет на Венеру, да? И не один. Что еще нас ждет вот в ближайший, условно говоря, год, зачем можно следить? Потому что вот что интересного мы будем делать вот совсем в ближайшее время, чтобы ждать это как выход хорошего нового фильма, знаете? Я думаю, самое интересное, особенно для тех, кто хочет найти жизнь за пределами Земли, это полеты к спутнику Юпитера Европе. Европа – это объект размером с нашу Луну, но гораздо интересней, потому что там вдали от Солнца прохладно. Европа – это ледяная кора толщиной километров 20, а под ледяной корой 100-километровой глубины океан жидкой воды. Жидкая вода, соленая, мы это точно знаем, проверяли. Это прекрасный вариант для развития жизни. Уже один аппарат летит именно для исследования Европы. До сих пор летали в систему Юпитера, но Европа была, так сказать, одним из объектов для исследований. Теперь прямо к Европе летит космический аппарат Европейского космического агентства, так сказать, Европа летит к Европе, а осенью, в августе нынешнего года, американцы запускают. Американский полетит быстрее, и он первым достигнет Европы. Ну, они примерно одновременно прилетят через 3 года, по-моему, к Европе. И вот это 2 аппарата, заточенных на поиски жизни. Там есть биологические сенсоры, которые будут воду из этого океана, она иногда сквозь лед поднимается, выливается сверху на лед. Иногда мы гейзеры там видим, прям в космос выстреливаются потоки воды. То есть будет что исследовать, попробуют найти там микробную жизнь. Вот это интересно. Да, это очень интересно. Правда, это вариант почти беспроигрышный. На- Есть океан, теплый, соленый, нормальный. На Земле жизнь, наверное, тоже в Да, океанах зародилась. стопроцентный вариант. Если хотите. Посмотрим. Единственное, что там нет солнечного света. Подо льдом, конечно, там его нет. Когда нам ожидать? Ну, через 3 года. Через 3 годика. Нормально. Это совсем. Последний, шуточный, можно сказать, тезис, но, пожалуйста, разрешите мне его вам задать. Когда мы смотрим в телескоп на какой-то объект, мы же, по сути, смотрим в прошлое. Да, телескоп, можно сказать, что это такая некая машина времени. Так вот, когда мы читаем в статье заголовок, что на такой-то планете X на расстоянии миллиона световых лет от нас была обнаружена там любопытная деталь. Правильно трактовать, что на такой-то планете X на расстоянии миллион лет назад существовала любопытная деталь. А что сейчас, мы не имеем ни малейшего понятия и можем только догадываться.
Ну, во-первых, на такое расстояние мы, конечно, не в состоянии посмотреть. Даже на расстоянии нескольких световых минут, а это расстояние до Марса, до спутников Юпитера, мы и то не знаем, что там происходит. А миллион световых лет — это, конечно, чересчур далеко. Но, да, да, мы видим прошлое, мы только прошлое видим. Но само по себе видеть прошлое — это привилегия только астрономов. Когда, Да, палеонтолог, косточки динозавра находит в земле, это тоже прошлое, это но оно уже почти разложилось, это воспоминание о конечно. прошлом. А астроном реально видит прошлое, и в этом наша замечательная возможность. Да, замечательно. Это было великолепно, Владимир Георгиевич. Я Э, рад. Это был интересный разговор. Спасибо. Вам большое спасибо. Дорогие друзья, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на Вечный подкаст, пожалуйста, подписывайтесь на внеземной подкаст, который ведет лично Владимир Сурдин. И в целом заведите себе за привычку, что если видите Владимира Георгиевича, лайк авансом, не прогадаете, поверьте. Потрясающий оптимист. Подкаст у него вечный. Или как мог поправить меня Алексей Семихатов, да, подкаст, сравнимый с длительностью жизни наблюдаемой нами Вселенной. Всего доброго. Пока. Всего доброго, Владимир Георгиевич. Спасибо большое.